Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Picard Travel Show, а значит, новая пятерка уже в пути. И сегодня мы отправляемся в город Далат. Сегодня нас ждут такие отели, как One Million Homestay, Blue Fingers Crum Далат, Далат Бутик Отель, Fairy Town, Хана Отель Далат. Ну что, начнем по порядку. One Million Homestay. Homestay – это гостевой дом. На первом этаже живет вьетнамец-владелец дома, и дальше живут постояльцы. Находится он вдали от центра города, там уже начинаются теплицы с клубникой, с разными салатами, зеленью. Очень такое интересное место. В принципе, полчаса, минут 40 прогулочным шагом пешком до центра. Город не такой большой, поэтому даже прогуляться по таким интересным местам, по улочкам, я думаю, составит удовольствие. Отличное место, хороший дом, свежий ремонт, видно, что отремонтировано, современный, так сказать, дизайн, который реально располагает, приятно находиться в этом месте. Интернет работает хорошо, постельные чистые, матрасы мягкие. Единственное, мне кажется, то, что душ, это во многих вьетнамских домах, во многих вьетнамских гостиницах, когда у вас просто разливается и все пространство с унитазом. Да, и мокро, так сказать, ходить. Есть номера с одной, с двумя кроватями, но небольшие. Бассейна нет, спортзала нет. Завтраков тоже нет. Завтраков тоже нету, чайников в номере нету, но можно воспользоваться кухней на первом этаже. Там есть все необходимое. Да, кстати, вода там тоже есть, и причем нормально, безлимитно можно пользоваться. Ну что, я бы оценил бы здесь на 8 даже. Да, мне тоже понравился отель, но из-за локации удаленной, 10 баллов, и 8 реально хорошая. И дальше нас встречает Blue Fingers Crum Далат. Ну что, почувствуйте себя Карлсоном, поживите под крышей. Мы такие жили на последнем, на третьем этаже. В этом гостевом доме всего 3 номера получается. У каждого свой этаж целый, но номера небольшие, поскольку во Вьетнаме также небольшие дома. Интересный такой лофт-стайл. Интересно смотрится. Единственное, вы не сможете выспаться, скорее всего, поскольку шумоизоляция 0. У нас прошел дождик, все это барабанило под крышей. Плюс еще и в 5 утра начали мотобайки ездить, и все это шумело прям. Но зато прекрасный вид открывается с балкона, с террасы, через которую вы заходите, собственно говоря, в номер. Да, вход в номер у нас был через балкон, через террасу. Очень такое живописное место интересное. Там стоят стульчики, столики, можно посидеть, насладиться видом. Но единственное, вот эта входная дверь уже в номер, она практически никакая. То есть она тонкая, из-за этого будет слышно практически абсолютно все. Очень эргономичный номер у нас был, несмотря на то, что он был довольно небольшой, но все удобно расположено. В принципе, есть и куда чемоданы поставить, и чайник на месте, и душ, туалет, все стерильное. Был даже кондиционер, обогреватель, что очень важно для Далата, потому что зимой температура опускается иногда до 10 градусов. Есть номера с ванной, есть номера просто с душем. У нас был с душем, и мне не очень понравилось здесь, что лежишь на кровати и смотришь, как кто-то заседает на троне. Да, туалет никак не отгорожен от жилой комнаты. Да, вместо того, чтобы поменять, допустим, душ, унитаз местами, было бы нормально, что ты лежишь, и у тебя где-то там за стенкой не видно, как все справляют нужду. Здесь прям не очень так вот комфортно. На втором этаже, вот где ванна есть, там как-то поинтереснее. Ты лежишь на кровати и видишь человека в ванной, но вот как раз в туалете не видно, и прям такой более-менее приватная территория, но, говорю, никаких дверей, ничего нету. Поэтому это люди уже должны быть, мне кажется, настолько близкие, чтобы останавливаться в таких местах. Я считаю, все-таки близость близостью, но туалетная комната, унитаз хотя бы должен быть отгорожен хотя бы каким-то помещением, раздвижной дверью, закрывающейся. Я имею в виду люди, которые прожили там уже лет так 20, а то и больше, которые уже привыкли там ко всему. Запахи никто не отменял, я об этом хочу сказать. Поэтому, когда у тебя унитаз стоит буквально в полшаге, в одном шаге от кровати, это не есть хорошо. Надо хотя бы отдельно закрывающийся, я имею в виду, помещение. Переходим к оценке. Я бы ему 7 поставил, несмотря на то, что все, в принципе, было хорошо. Я снижу балл за шумоизоляцию, просто поменять дверь. Нет, Вот. тут не просто. У тебя на крыше будет еще. Тут надо полностью здесь, именно если вы какой-нибудь привыкли был ринглом. Это было, скорее всего, я подозреваю, в нашем номере, потому что этажами ниже у них был вход, во-первых, через коридор, во-вторых, у них не было крыши. Это все еще зависит от номера. Но все равно я бы поставил здесь 8.
по 8,5, да, ну, на 8 остановимся, потому что мне реально понравилось на одну ночь вот такой экспириенс в интересной локации, в интересном месте побывать, мне кажется, прикольно. И следующий у нас Далат Бутик Отель. Отель находится в известной Локация. у сумасшедшего дома. Все в пешей практически доступности. До центра, до рынка, до магазинов, до пруда. Такой стиль барокко. Номера чистые. Видно, что был недавно свежий косметический ремонт. В принципе, все достойно. Туалет, ванна тоже в хорошем состоянии. Постельное белье свежее, как и полотенце. И, в принципе, находиться было довольно комфортно. Горный воздух, который проникает через окно, которое выходит на балкон. Есть вентилятор. Кондиционер даже здесь не нужен, он отсутствует. Приятно, на самом деле, находиться, но вот останавливаться здесь и еще особо ничего не цепляет. Да, чисто, да, хорошо. Здесь реально очень много туристов, китайских туристов, я так помню, вьетнамских туристов, которые останавливаются для локации рядышком с этим домом. Бассейна нет, спортзала нет, завтраков нет, но все в пешей доступности. Кафе, рестораны, магазины тоже можно добраться. Я, наверное, здесь поставлю 7. А я ставлю 8, практически даже ни к чему было придраться. Как-то вот все просто, но все чисто, красиво и, в принципе, достойно. Переходим дальше. И дальше мы попадаем в Фейри Таун, сказочный город. Город, где живут гонфа. Да ты гномиком не стал, поэтому... Как-то я пригибался каждый раз, когда... Но гномиком ты все равно не стал, ты стал поклонителем гномикам. Дизайн интересный, сказочный такой везде, домики маленькие, гномиков, не гномиков. Опыт получили, я бы, наверное, больше такого опыта не хотел бы получать, поскольку шумоизоляция 0, вентиляция 0. Ну, хотя в туалете была, но она фигов заработала. У тебя стоит осушитель воздуха. Ночью пришлось вставать, потому что 2 литра воды буквально за 5 часов набралось. Я офигел. Я думаю, что такое пищит ночью? Оказывается, осушитель воздуха уже наполнен. 2 литра воды вылил ночью. Номер крохотный, 9 квадратов, как заявлено. Это уже 100 летом. С душем. Кровать урезанная, матрас урезанный. Ну такое. Как экспириенс, довольно интересно было попробовать. Но на этом, наверное, все. В таких отелях, если что-то еще будет подобное, возможно, но в данном на одну ночь остановиться. Да, почему бы? Интересно. Интересная фотография будет у вас. Да, действительно, отель довольно сказочный, все красиво оформлено. Вокруг много гномиков нарисованных. В частности, нам достался такой номер, 9 квадратов, очень минималистичный. Я смотрел другие номера, там, в принципе, немножко побольше пространства. Там уже ценник начинается какой-то запредельный. За такие деньги можно снять даже 4 и иногда даже 5-звездочный отель. Я понимаю, что у вас тут такой стиль. Но отель заполнен, несмотря на это. Там всего-то номеров можно по пальцам рук пересчитать. Как у нас был Blue Fingers Cruise, да, там буквально 3 номера, здесь их побольше. Ну, вот такое единоразовое можно приключение себе устроить, но беда была с интернетом, который работает, как я предполагаю, только в зоне лобби, и он оттуда попытается пробиться и никак не пробивается. Ну, у тебя и написано, что номер без интернета, поэтому как бы грешить на интернет здесь вообще не стоит. Абсолютно. То, что заявлено, скажи спасибо, что что-то ловило еще. Это дополнительный бонус. По номерам, кстати, есть на 2-м этаже основного дома номера, и там большие. То есть там и ванна есть, и квадратов, наверное, в общей 30-35 даже. Неплохо. То есть, как вариант, остановиться там, может быть, даже будет лучше. Интернет будет ловить. Поскольку ты сидишь в своем маленьком домике без интернета, без всего, темновато, и что делать? Ну, либо ты идешь гулять, либо ты спишь. Либо ты идешь в кафешку работать. Окей, сколько ставишь? Запах плесени ставлю минус. Да. И вот то, что надо просыпаться ночью, сливать осушитель, иначе ты проснешься в воде просто, если ты его не будешь включать. Ну, получается 7 баллов. Ну, 7 я соглашусь. И завершает нас сегодня выпуск Хана отель Далат. Номера очень простые. То, что заявлено, по сути, есть. В целом,
Неплохо. Номер лучше брать с балкончиком, который был у нас. Офигенно крутой вид открывается на город. Так, в целом, в зависимости от погодных условий, номера, даже в которых небольшие окна, светлые, приятно находиться. Ну, на одну ночь, опять же, если останавливаться, Как мы не как мы останавливались, то, в принципе, неплохой отель. Подольше можно, если вы будете находиться вне номера. В номере только вентилятор, кондиционера нет, ну, как и в основном во всех отелях Далата, потому что не так жарко. Поэтому вентилятор замечательно справляется. Проблема была немножко с горячей водой, не всегда была. А так, Ее надо было долго ждать. Да. Надо заранее открывать горячую воду. Но это, в принципе, периодически встречается в Азии. и проблема была еще с унитазом. Вода не останавливалась, приходилось крышечку открывать, нажимать, фиксировать и так далее. А так, в целом, неплохо. Мы сообщили, соответственно, отремонтировать должны. Я, наверное, 7 здесь тоже поставлю. Неплохо, но, опять же, за этот же бюджет можно найти поинтереснее варианты, в которых мы тоже останавливались. Бассейна нет, спортзала нет. Я поставлю 8 здесь. Все отели мы бронируем по ссылке в описании. Кстати, на нашем сайте picardtravel.com вы найдете как раз и авиабилеты, и отели. Ну что, давай составим рейтинг. Давай. Ну вот такой противоречивый у нас рейтинг, такие отели прям вот. А вроде как бы мы их хорошо оценили, а как вот из них рейтинг составить, непонятно. Давай я начну, если тебе непонятно, я бы... Они просто все как-то вот на одной линии, поэтому... Нет, вот мне не на одной линии. Я, допустим, One Million и Bluefingeren, я поставлю их на первой строчке, это первое, второе. И затем, наверное, я поставлю Fairy Town, потому что интересно, что это такое. И последнее Хана, потому что, довольно простой, ничего выдающегося нет, чтобы прям зацепило тебя. А я понял, как я составлю. Я начну с Далат Бутик Отель. Мне локация и отель очень понравился. Дальше я перейду к One Million Homestay. Следующий у меня будет Blue Fingers Chrome, Хана Далат, а завершу я в Fairy Town, потому что было очень своеобразное приключение, несмотря на то, что в принципе все было заявлено 9 метров без интернета. Но вот он у меня будет на последнем месте. Окей, переходим к нашей недельке. А я вот эту недельку составлю таким образом. Я начну с Далат Бутик Отель, так как он находится ближе всего к центру, и в принципе отель довольно хороший. Потом я переехал бы в Blue Fingers, там довольно тоже рядышком локация. Потом бы я бы заехал в Fairy Town, я бы не заезжал, честно. Я бы заехал в Хана Далат Отель и закончил все One Million Homestay и пожил немножко вдали от центра города. На этом все. 26-й выпуск закончился. Напоминаем, что вы можете стать обладателем прохода в бизнес-лаунж. Обязательно комментируйте наш выпуск, пишите хорошие и еще лучшие комментарии. Какие отели вы хотите, чтобы мы посетили, мы постараемся их включить в наш список и побывать. Кстати, какой отель вам интересен будет посмотреть в Бангкоке, в Паттайе, Куала-Лумпуре и Сингапуре? В ближайшие месяцы мы отправляемся в эти страны, в эти города, поэтому обязательно пишите и попытаемся включить их в наш список. Кстати, про агентов. Если вы хотите им стать, обязательно заходите на наш сайт picardtravel.com, в раздел «Агенты», заполняйте анкетки и, может быть, именно вы станете нашим агентом Picard Travel и будете также снимать обзоры. Ну что, до скорых встреч! Пока-пока!